Здравствуйте! Мы рады снова видеть вас на канале «Эпоха динозавров», где вы всегда можете узнать массу интересного о прошлом нашей планеты и об истории развития человечества. Сегодня мы поговорим о неандертальцах, древних людях, которые прекратили свое существование около 30 тысяч лет назад. Почему вымер этот гоминид, сильный и чрезвычайно развитый для своего времени, не только физически, но и интеллектуально? Получилось ли у неандертальцев оставить генетическое наследство для современных? И вообще, являются ли они прямыми предками Homo sapiens? Вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы прямо сейчас. А ваши лайки, подписки и комментарии станут для нас прекрасным способом оценки нашей работы и неоценимой помощью при создании следующих роликов. Начинаем! Неандерталец. Из школьной программы мы знаем, что этот гоминид был так назван из-за местности в Германии, где были найдены его останки. Но наверняка вам неизвестно, что обнаруженные в германском ущелье Неандерталь фрагменты черепа были не первыми находками этого вида людей, а третьими. Здесь кости были обнаружены только в 1856 году. Первый череп, получивший название Энгис-2, был обнаружен на территории современной Бельгии почти на 30 лет раньше. А второй такой находкой, датированной 1848 годом, был череп, получивший имя Гибралтар-1. Следующие десятилетия учеными и простыми людьми было найдено достаточно большое количество останков неандертальцев самого разного возраста и в разных уголках Европы, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Это позволило создать общую картину существования этих древних людей и понять их облик и степень развития, а также выдвинуть множество теорий возможного исчезновения популяции, от сугубо научных до почти фантастических. На протяжении многих десятилетий ученые полагали, что неандерталец является той недостающей частью эволюционной цепочки, превратившей древнейшего пятикантропа в человека разумного. Считалось, что эти гоминиды стоят в эволюции перед кроманьонцами. Других вариантов замещения недостающего звена на тот момент не было. Как не было современных технологий и аналитических методов, которые могли бы опровергнуть это предположение. Поэтому ученых не смущало даже то, что по своим анатомическим признакам неандерталец не очень-то вписывался между древнейшим человеком и представителем современных людей. И чтобы втиснуть его в эти условные рамки, ему, например, приписывали хождение на согнутых ногах, что сегодня ставится под большое сомнение. Не бралось в расчет и то, что по многим своим признакам якобы примитивные неандертальцы были более развиты, чем продвинутые кроманьонцы. Но с развитием науки ученые сделали ряд поистине сенсационных открытий и убедительно доказали, что неандертальцы не являются прямыми предками нынешних сапиенсов. И наличие у современных европейцев и азиатов нескольких процентов общих с ними генов не доказывают прямое родство. Вероятно, гены были наследованы нами или от общего, еще более древнего прачеловека, или получены от возможного скрещивания неандертальцев с другими древними людьми. Например, уже упомянутыми кроманьонцами, которые как раз и считаются сегодня нашими прямыми предками. Что касается представителей современной африканской расы, а ведь именно в Африке появились первые прямоходящие гоминиды, то у них наличие неандертальских генов и вовсе находится на уровне нескольких десятых от 1%.
Так что неандерталец не стоит в эволюционной цепочке человеческого рода, а является его параллельным видом. Но как же так вышло, что неандертальцы оказались главными неудачниками при очень перспективных начальных позициях? Ведь известно, что они имели очень развитый и объемный мозг, даже больший, чем у современных людей. По силе, выносливости, объему мышц и ширине плеч даже женщины этих племен были больше, чем большинство современных европейских представителей сильного пола. Бочкообразная грудная клетка также имела более впечатляющие размеры. И в целом, хотя кроманьонцы по своему внешнему виду, строению тела и черепной коробке значительно больше походили на современных людей, неандертальцы однозначно были более развиты и физически, и интеллектуально. Кроме того, для жизни им не надо было преодолевать огромные расстояния. Ведь в отличие от кроманьонцев, которые мигрировали в Европу из Африки, неандертальцы – коренные европейцы. И при этом именно африканцы стали нашими предками, а европейский гоминид остался лишь в виде древних останков. Какой-то нонсенс, не правда ли? Пора переходить к версиям. Почему же неандертальцы все-таки вымерли, а наши прямые предки нет? Версия номер 1. Как раз-таки отличная физическая форма и развитость всех частей тела могла стать одной из наиболее вероятных причин проигрыша неандертальцев в битве за эволюцию. Современные исследования помогли доказать, что для поддержания своей формы массивным и атлетичным представителям этого рода людей надо было примерно на треть больше калорий, чем более рослым, но субтильным кроманьонцам. И там, где Homo sapiens чувствовали себя вполне комфортно и сытно, неандерталец в буквальном смысле уже голодал. А недостаток пищи в животном мире – прямой путь к резкому уменьшению спариваний и воспроизводству популяции, а также к падению качества новых представителей своего рода. Изменение климата – еще одна из самых распространенных версий, которую ученые считали и считают более или менее вероятной. Однако сейчас мы опять-таки знаем, что к тому моменту, когда неандертальцы стали массово вымирать, климат на Земле уже был в значительной степени комфортнее тех времен, когда они, несмотря на пик ледникового периода и самые экстремальные условия, активно размножались и расселялись по Европе. Даже их кровеносные сосуды в носовых пазухах были адаптированы так, чтобы лучше согревать воздух перед тем, как он попадет в организм. А дети жаркой Африки все равно оказались сильнее. Однако наряду с возможными сомнениями и критикой есть также весьма убедительные факты в поддержку погодной версии, которые и сегодня говорят о ее вероятности. Так можно полагать, что резкое и частое изменение климата могло не убить самих неандертальцев, но привести к катастрофическому сокращению их главной пищевой базы – других видов животных, на которых они охотились десятки тысяч лет. Еще одна из гипотез говорит о возможном слабом инстинкте размножения и небольшом количестве групп в рамках одной семьи или небольшого племени. Судите сами, неандертальцы жили в основном группами по 10-20 человек, в то время как существовавшие некоторое время параллельно с ними предки Homo sapiens жили, размножались и выживали даже в сложных условиях, собираясь в группы по 130 и более особей. Небольшое количество обособленно живущих и скрещивающихся в пределах своей группы людей неминуемо приводит к упадку рода и генетической нестабильности. Следующая в череде вероятных версий развития событий
поглощение неандертальцев более активными и многочисленными племенами путем их уничтожения и ассимиляции. А еще они могли становиться жертвами не только агрессивного распространения других древнейших людей, но и крупных хищных животных, для которых слабеющие от поколения к поколению неандертальцы становились отличным, легко доступным кормом. Также одной из вероятных причин вымирания неандертальских гоминидов часть исследователей называют паразитов и инфекции, которые могли перейти к неандертальцам от появившихся на их территориях первых Homo sapiens. Коренные жители Европы не жили совместно с новыми для них микроорганизмами на протяжении тысяч лет, как это делали те же кроманьонцы. И для них невидимые вирусы и прочие опасности вполне могли стать катастрофой значительно более страшной и губительной, чем грипп испанка в начале прошлого века или коронавирус 100 лет спустя. Нельзя не отметить и то, что ученые продолжают изучать этот вопрос. В частности, они выдвигают и рассматривают и другие причины, которые могли стать, если не прямой, то как минимум косвенной причиной исчезновения этих гоминидов с лица Земли без формирования эволюционного потомства. Среди подобных гипотез есть и те, время появления которых настолько мало, что их еще нельзя достоверно ни подтвердить, ни опровергнуть. Например, глобальные изменения в жизненных процессах на планете в целом и среди неандертальцев в том числе с большей долей вероятности могли быть вызваны тем, что порядка 42 тысяч лет назад магнитное поле Земли постигло аномальное видоизменение. Ученые полагают, что могла измениться не только сила магнитного поля и, как следствие, сила притяжения, но и произойти инверсия полей. По этой версии, которая впервые была озвучена во влиятельном издании The Science 19 февраля 2021 года, северные и южные поля на очень небольшой в историческом масштабе промежуток времени, буквально несколько веков, поменялись местами. Путем моделирования событий авторы публикации предположили, что инверсия и стала причиной древней экологической катастрофы, приведшей к гибели неандертальцев. Следует отметить, что ученым было известно о магнитной инверсии Земли достаточно давно. Однако в подавляющем большинстве научное сообщество сходилось во мнении, что последний раз стрелки еще не существовавшего тогда компаса показывали обратные направления задолго до появления Homo sapiens и даже неандертальцев, около 800 тысяч лет назад. Тем не менее, явление под названием «событие Ла-Шамп» еще во второй половине прошлого века позволило предположить о смене магнитных полюсов Земли в период завершения последнего ледникового периода, как раз около 42 тысяч лет до наших дней. Ла-Шамп – это название доисторического потока лавы в центральной части Франции, при исследовании которого и были установлены геомагнитные изменения. Установить точную и однозначную причину вымирания неандертальцев все еще невозможно. Да и вряд ли такая единственная причина и существовала. Скорее всего, на ход событий повлияла череда факторов, сложившихся для неандертальцев самым неудачным образом. Так или иначе, бесспорным остается одно – неандертальцы даже к историческому концу своего существования все еще не имели достаточного уровня умственного и эволюционного развития, чтобы предвидеть свое будущее и попытаться хоть что-то изменить. Они пытались менять место обитания и как-то приспосабливаться к изменениям, но делали это слабо и неэффективно. В этом они были полностью подобны другим животным без интеллекта, которые также не понимали, что они вымирают.
А вот более активно приспосабливавшиеся к жизни кроманьонцы смогли достичь более высокого уровня развития и пройти эволюционный путь до наших дней. Разум помог им преодолеть неимоверное количество преград и создать в новой истории совершенно новую ветвь человеческого рода. Они научились строить пароходы и железные дороги, изобрели компьютеры и полетели в космос, создали роботов и даже освоили клонирование живых существ. Но главный парадокс заключается в том, что нам с вами вымирание грозит ни в коей степени не меньше, чем неандертальцам. Разница лишь в том, что мы прекрасно понимаем суть происходящего и отлично видим свое возможное будущее, в том числе и весьма печальное. Однако лишь малая часть населения Земли стремится сделать что-то для сохранения жизни. Не только своей, но и нашей невероятно красивой планеты в целом. Надеемся, что этот ролик позволил вам не только узнать о далеком прошлом, но и подумать о ближайшем будущем. Ставьте лайк, если вы согласны с этим, и вам не безразлично дальнейшее существование нашей цивилизации и вида Homo sapiens. И обязательно оставляйте комментарии, если вам есть чем поделиться после просмотра нашего небольшого фильма. И не забывайте подписываться на наш канал, если вы только начали знакомиться с его содержимым. Так наши видео всегда будут у вас под рукой, и даже более того, вы сможете оперативно получать уведомления о появлении новых захватывающих сюжетов. До новых встреч на канале «Эпоха динозавров».